Всем привет! Представляю вашему вниманию новую часть игр для двоих на одном ПК. Уверяю, что с проектами из списка проблем не возникнет. Установили и играете. А в описании присутствует информация, сколько геймпадов потребуется для игры. Авансом попрошу поставить лайк. И если видео окажется полезным, не забудьте подписаться на канал. Не затягиваю, берите чай, печенье, а я начинаю. Это продолжение первой части. Релиз состоялся в марте 2021 года. Думаю, серия Monster Jam многим знакома со времен PlayStation. Игрокам предлагается сесть за руль настоящего монстра, с возможностью осуществления трюков и крушения всего, что встретится на пути. В сравнении с первой частью улучшена физика, появились новые машины и зоны, новый режим карьеры и исследований. Что же касается совместной игры, то доступны как обычные гонки 1 на 1, так и интересные режимы по типу 2 колеса, разрушение на время и фристайл. Дополнительно отмечу неплохую графику, а также как минимум веселую кооперативную игру на одном экране. Оценок у проекта немного, но они в основном положительны. Игра, вышедшая в 2013 году. По сюжетной составляющей, мирная земля Анкария оказалась в серьезной опасности в виде далеко не доброй империи. И теперь нам в лице главного героя предстоит столкнуться с множеством трудностей. Оседлать верховое животное, овладеть новыми навыками и мощным оружием. Местами проект напоминает игры былых лет, где нужно перемещаться слева направо, попутно громя всех противников на пути. На выбор доступно 4 персонажа: ведьма, лучник, воин и волшебница. Также стоит отметить, что игра несложная, и при желании ее можно пройти за 1-2 вечера. По оценкам в Steam в основном положительные. Игра, вышедшая в далеком 2004 году, в жанре survival horror. Сюжет продолжает первую часть, а события разворачиваются спустя 2 года. По геймплею нужно перемещаться по локациям, разгадывать несложные загадки в стиле поиска ключей и подбора паролей. Стоит отметить, что в игре 8 персонажей, и у каждого свои способности. В целом, учитывая год игры и системные требования, поиграть вполне можно, а сюжет проходится в среднем всего за 8 часов игрового времени. Что касается отзывов, на сегодня их 600, а средняя оценка очень положительна. Это файтинг, который вышел в 2013 году. И если вам надоел Mortal Kombat, Tekken и иные известные проекты, то возможно данные драки подойдут. Правда, стоит отметить, что привычного деления на раунды здесь нет. Вместо этого у игрока присутствует двойная шкала здоровья. В игре реализована открытая система длинного комбо, комбо-брейкеры и добивающие приемы. Также представлено множество нестандартных персонажей и порядка 20 разрушаемых арен. По отзывам у игры порядка 3000 оценок, и в среднем они очень положительны. Юмористический ролевой боевик, вышедший в июле 2019 года. В этом боевике с массовыми сражениями чернокнижникам предстоит вызвать злобных богов на поединок и свергнуть их с трона. А из особенностей подчеркну интересную в своем жанре графику. Множество случайно генерируемых трофеев, заданий, противников со своим набором умений и гигантских боссов. Также стоит отметить приятное звуковое сопровождение. Играть одному, вероятно, будет не так интересно, но вдвоем вполне неплохо. По отзывам порядка 30, со средней оценкой смешанные. Игра, повествующая о приключениях Лары Крофт с упором на кооперативное прохождение. Релиз состоялся в 2014 году. По сюжету действие разворачивается в Египте, в момент недавнего обнаружения храма Сета, бога хаоса, который когда-то был правителем, но однажды ему стало мало Египта, и он ушел в мир мертвых в надежде собрать армию, чтобы захватить целый мир. А дальше, думаю, и так все понятно. По геймплею перемещаемся по локации, прорываемся через пески, разбираемся с множеством монстров, подчиненных Сету, решаем несложные головоломки и проходим в среднем за несколько вечеров. По отзывам все не так однозначно, около 1000 со средней оценкой смешано. Добавлю от себя, что один играть я бы не стал, а вот вдвоем уже совсем другое дело.
Игра в жанре симулятора выживания, которая вышла в ранний доступ в начале 2015 года. По сюжету самолет потерпел крушение, и в этот момент он находился где-то посередине Тихого океана. По классике жанра главные герои выжили и оказались один на один с беспощадной стихией. По геймплею нужно следить за здоровьем, голодом, жаждой, создавать копья, топоры, луки и другое оружие, исследовать случайно генерируемый мир и постараться выжить как можно дольше. Из особенностей я отмечу несколько боссов. Неплохо сделанный кооперативный режим на одном экране. Отзывы оставили более чем 29 тысяч человек, и они в основном положительные. Стратегическая РПГ, которая сочетает в себе элементы настольной игры и рогалика. Датой выхода значится 2018 год. На выбор игроку предлагается несколько сценариев. Например, где нужно отправиться в далекое путешествие в пустоши, зачистить подземелье или узнать, что же случилось с королем. Вначале к выбору доступны 3 класса. Это воин, маг и охотник. Что касается боевой системы, то она пошаговая, где персонажи расположены напротив друг друга и поочередно атакуют выбранного врага. Из особенностей приятное звуковое сопровождение и по-своему хорошая графика. 15 тысяч человек оценили игру, средняя оценка очень положительна. Серия, которая знакома многим. Данная часть вышла в 2012 году. Даниэль Гарнер одновременно дар света и проклятие тьмы. Ему вновь приходится прокладывать себе путь через армию демонов. Вопрос заключается в другом. Сможет ли он победить всех, кто встанет у него на пути? Выберется ли он из чистилища и найдет ли свою жену? По геймплею нужно продвигаться по уровню, уничтожая врагов, которых в игре более 30 видов, используя непривычное оружие 666 калибра, без автоматического восстановления здоровья и каких-либо бонусов за совершение убийств. Все происходящее сопровождается звуком тяжелого металла. Демо-версия доступна в Steam. Ссылка на скачивание в описании. По отзывам более 2000 и в среднем в основном положительно. Свежая игра, вышедшая в июле 2021 года. По жанру это экшен-РПГ в духе киберпанка с возможностью кооперативного прохождения в полуоткрытом мире. По сюжету главный герой имеет отношение к крупнейшей корпорации на планете, которая внезапно прекращает свое существование, вследствие чего системы безопасности выходят из строя, а конкуренты стремятся захватить власть. По геймплею изучаем локации с лутом, заданиями, сталкиваемся с множеством различных противников. Стоит отметить неплохую для своего жанра графику и достаточно проработанную хорошую стрельбу. Попробовать проект можно бесплатно, ссылка на демо в описании. По оценкам же проект имеет порядка 7500 отзывов, со средней отметкой в основном положительно. На этом список подошел к концу, и если видео оказалось полезным, то я попрошу тебя посмотреть это видео еще раз, с самого начала и до самого конца, написать любой комментарий и поставить лайк. Это сильно поможет продвижению. Спасибо. А с вами было СВ. Играйте в лучшие игры, а мы еще увидимся.